Привет, это Марина. Покажу, как шила сумку для покупок, прогулок. Это шопер из ткани лен с котиками, сумка на подкладке. Удобные ручки и объемное дно. Шить очень просто, досмотрите видео до конца, все покажу и расскажу. Ткань взяла 38 на 88, это лен, а другую ткань, подкладочную, чуть-чуть больше. Потом расскажу, почему так, но это тоже важно. В целом, если вы шьете из тканей небольшого полотна, то вам можно отрезать 38 на 44. Это хороший, удобный вариант. Начнем с ручек. Ручки у меня 45 сантиметров, можно 43 длина и ширина 8-9. Кто любит широкие ручки, выбирайте полотно 12 сантиметров заготовки, складывайте, и у вас будут ручки широкие. Для того, чтобы они были поплотнее, я использовала полоску ткани, внутрь вставила и прошиваю теперь с двух сторон по краю ручек синими голубыми нитками. Я выбирала нитки в тон сумки, но некоторые любят делать контрастные такие строчки. Но это уже по желанию, как говорят, на вкус и цвет. Продолжаю шить сумку. Обрезаю краешки ненужные мне. И нужно взять теперь заготовки сумок, две ткани, сложить их вместе. И я помогаю себе линейкой. Прочерчу линию от края 2 сантиметра. И вот в данный момент вы сейчас заметили, что подкладочная ткань, она больше по размеру. Мне ее не жалко. Как я вам говорила, это или старый пододеяльник, или простынь. Новая ткань с котиками лен, а это не новая на подкладку. И вот так я прочертила, буду прокладывать строчку. Знаете, в чем удобство? Не надо соединять краешек четко-четко, его потом можно обрезать. Сразу замечаю, где у меня будут ручки. Сначала отмерила середину, потом от середины 7 сантиметров справа-слева. И теперь в это место можно пришивать ручки. Ручки надо вставить внутрь, в лицевую сторону. Как вы заметили, здесь лицевая сторона ткани лен и лицевая сторона подкладочной ткани. И туда нужно вставить ручки и заколоть иголками-булавочками или взять иголку и нитку и пришить, наметку сделать. И вот теперь на швейной машинке я уже прокладываю строчку. Этим я закрепляю ручки первой строчкой, но строчек будет несколько. Смотрите, как классно все получается. Ручки уже почти пришиты. С двух сторон я так сделала. А теперь нужно проложить уже боковой шов. И здесь тоже у меня немножко подкладка больше. Потом я подрежу. Боковые швы сбоку сумки проложить надо с одной стороны полностью, а с другой стороны я оставляю не прошито примерно 10 сантиметров. Если вы шьете не из большого цельного полотна, а вырезали себе, выкраивали 4 детали, тогда можно непрошитое место оставить, где дно сумки. Но так как у меня не получится так сделать, дно у меня целое, я вот оставила в боковом шве. Теперь обязательно срезаю уголочки на изнаночной стороне. И уже можно выворачивать сумку на лицевую сторону. Но не сумку, а заготовку для сумки. Потом обязательно все проутюжить. Все швы вот так вот хорошо-хорошо вывернуть. А это место пока можно даже не зашивать. Все, получается такая длинная заготовка. Одна сторона лен котики, другая сторона светленькая зеленая ткань. Вот это место я заутюжила аккуратно внутрь, так как я оставляла там побольше, где-то сантиметр, поэтому позволяет все завернуть внутрь, все сделать хорошо, аккуратненько. И теперь нужно проложить строчки, так как я хочу сделать сумку объемную, чтобы она держала форму. Поэтому я буду прокладывать строчки, такую маленькую-маленькую складочку, где-то на расстоянии там 5 сантиметров. Это уже здесь можно самим придумывать.
на каком расстоянии вы захотите. Вот это место, где я не прошила, здесь еще надо прошить поверху ручек, сделать еще одну строчку, ну где-то на расстоянии 2 сантиметра, так как внутри есть еще ручки, по ним сейчас строчка идет, да, и они еще раз закрепляются. Вот смотрите, какие прочные получаются ручки. Один раз прошили, вывернули на лицевую сторону, второй раз прошили. В такой сумке можно смело носить большие тяжести, которые не рекомендуется женщинам носить. Вот так выглядит сейчас сумка. И если проложить сбоку еще складочки, которые вот так хорошо можно заутюжить утюгом, или сделать наметку, или заколоть иголочками 4 сантиметра, 5, это уже на ваше усмотрение. Я люблю все заутюжить, чтобы мне потом легко было прошивать на швейной машинке, строчить. Ну, иголочками я тоже заколола. И вот здесь на таком маленьком расстоянии, ну, где-то 3 миллиметра от края, прокладываем строчку. У меня голубые нитки. Их почти незаметно. Ткань такая веселая, с котиками. Я смотрю сейчас, а тут еще кости от рыбы. И до конца прокладываем строчку на швейной машинке. Способ очень простой пошива сумки. Можно таких сумок сшить за вечер несколько штук. Все, с двух сторон я заложила складки, вынимаю иголки и буду соединять. И там тоже будет такой момент, очень важный, как сделать объемное дно. Для этого нужно четко отмерить внизу, сложить сумку пополам, прошить боковые швы. Ну, это просто, да? Обметка никакая не нужна, так как у нас все уже обработано. И теперь вот здесь надо заложить складочку. Вот смотрите, я ее не буду обрезать. Я просто возьму иголку и нитку и аккуратненько вот так вот этот уголок пришью. За счет этого получается объемное дно. Смотрите, как классно. Поэтому сумочка будет держать форму. Я вам сегодня рассказала, как сшить сумку очень простым способом на подкладке. Аккуратный пошив получается. Дорогие мои, досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я оставлю ссылочку, где меня найти в соцсетях. Всем желаю удачного творчества, хорошего настроения, здоровья вам, мои дорогие. И у вас точно все получится.